Всем привет! Сегодня у нас очередная классная подборка видео. Поехали. Сейчас произошла очередная вопиющая ситуация. Лежу, принимаю солнечные ванны. На улице 26 градусов, жара. Вдруг выходит мой голодный, видимо, супруг и говорит: малышка, что у нас есть поесть? Вот это вот любимая наша. Я говорю: слушай, дорогой, вот честно, вот тебе неужели хочется есть в такую жару? Ну, в такую жару нужно пить, только пить воду. Когда ты последний раз детокс организма проходил? Ну, хоть бы один день посидел на диете. Он говорит: хорошо, приготовь мне просто какую-нибудь окрошку на колбасе, ну, вот эту с квасом. То есть я сейчас должна встать, потратить полчаса своего времени, чтобы вот накромсать вот эту колбасу, залить вот это всю квасом, вот эту гадость. Я говорю: слушай, просто съешь колбасы и запей квасом. Ну, эффект будет тот же. Какая разница? Полезнее будет. Ну, обязательно поднимать женщину из горизонтального положения. Это просто возмутительно. То, что я сижу... Вообще, да. Такое ощущение, что как будто бы такая себе жена. Как бы, понятно, всех нюансов мы не знаем. Ну, такое себе. Если бы я вот так вот обратился, а мне так зарядили бы. Да ты что-нибудь, по идее, это вообще возмутительно поднимать жену. Ну, блин, такое, а для чего мы тогда вообще сосуществуем? Понятно, что не только она для того, чтобы еду тебе готовить. Я могу себе и сам все прекрасно приготовить. В этом-то и фишка, и прикол. Я сам могу себе готовить. Я прекрасно сейчас живу один, готовлю себе первое, второе, хоть третье. Хоть выпечку могу делать, хоть торты, хоть пирожки, чего угодно, я могу это сделать. Выпечкой вообще, да, нравится заниматься. Но вопрос в чем? Мне, как и говорят, не хватает женственности. Чтобы именно девушка для меня, там, женщина, позаботилась, приготовила, там, с любовью и так далее, подала это, я скушал, потому что человек для меня старался, поблагодарил за это, вот это вот. А так, да, конечно, я и сам себе могу подорваться и нарезать, как она и говорит, колбасы, запить квасом, тогда нафига мы существуем? Ну, такое себе, да, просто такое отношение, как какое-то такое себе. Да, понятно, она на камеру это говорит, мы не знаем, может быть, она шуточки у нее такие, а на самом деле у них все хорошо. Не знаю, но ощущение как будто бы, да, не очень, исходя из этого видео, если сделать вывод. У папы на шее, но ты знаешь, сынок, во многих семьях такое бывает. И, конечно, те мужчины, которые позволяют это делать, эти мужчины всегда самые лучшие, и нет им равных. Так что ты тоже учись сажать женщину на свою шею с молодости. Если она будет весить больше, чем я в 2 раза. Это он точно сказал. А если она будет весить больше меня в 2 раза, он принял это, конечно, буквально, что в прямом смысле залезет на него на шею. Ну так, да, это тоже правильно говорит, да, садятся только на шею тем, кто позволяет. И это что есть, то есть, потому что не все мужчины готовы себе на шею посадить. Да, готовы посадить при условии, что отношения в этом плане будут, да, опять же, женственность, будет забота, внимание и так далее, и так далее. И это что есть, то есть. Опять же, базовые потребности, мы не говорим о роскоши. Да, так-то готовы обеспечивать, это не проблема. А то она так сказанула, что там из-за кадра мужчина какой-то аж немножко в шоке как будто. Банально ставлю мужчин на колени, и вот что я делаю, если какой-то мужик пытается меня унизить или задеть. Я думаю, все мы согласны с тем, что самая хрупкая вещь на свете — это мужское эго, поэтому давить мы будем именно туда. Неуверенный в себе мужик знает, что ты лучше него, поэтому для того, чтобы ты хоть как-то обратил на него внимание, он попытается тебя как-то унизить. Например, если он назовет тебя меркантильной, просто скажи: знаешь, обычно меркантильные женщины ходят на свидания с мужчинами, у которых есть яхты и недвижимость за рубежом. Или он может сказать: ну, ты такая пухленькая, а мне нравятся стройные девочки. Твоя задача ему сказать: да, стройным девочкам обычно нравятся красивые накачанные парни. Но это явно не ты. Твоя задача не поругаться с ним и не выйти в открытый конфликт, а заставить его сомневаться в себе и своей собственной компетенции. Парни есть у вас? Ну, вы видели, она еще и уверена, что она вот так вот, если, как она рассказала, будет себя вести, что кто-то адекватно на нее вообще в целом поведется. И как она, вот эта вот смешная фраза, как она сказала, ставит там на колени, ну, короче, как будто бы она мужчину унижает. Как будто бы она такая вот просто гуру, профессионал, просто по щелчку любого вообще, в любом разговоре любого осадит. Ну да, такое себе. И это такое ощущение, как будто бы это посыл другим там девушкам, женщинам, чтобы они брали пример и вели себя так же. Молодец, конечно, в кавычках, просто пушка.
У меня их 10, наверное, я не знаю сколько. Да я просто, я ни с кем из них не сплю, просто тяну с них деньги пока что. Пока я работаю... Не зря в колл-центре работаешь. Да, на такой херовой работе пока работаю. Мне просто нужно официальное трудоустройство на время. Я тяну с них деньги. А когда я все-таки уволюсь и захочу реальную любовь... Нет, я на самом деле хочу любовь. Хочу отношения серьезные. Вот, чтобы мне не ссали в кровать. Куда бы ты Это, конечно, жесть. Жесть. Я, говорит, просто с них тяну деньги. Опять же, просто мужчины, с которыми она вот общается, 10, как она сказала, у меня мужчин, позволяют это? По какой-то причине. Я не знаю, что они в ней видят. Я не знаю, что их притягивает. Вот я на нее смотрю, меня ни одна черта вот так вот в ее манере, в разговоре, как она себя ведет и во внешности не привлекает. И отталкивает, наоборот, вот это вот понимание. А, возможно, она с ними просто такая вот вся милая, прекрасная, там, якобы ласковая, заботливая, и они готовы ей башлять. Хотя, если она говорит, я с ними не сплю, для чего они это делают, причем 10, и еще ж, наверное, о друг друге не знают, это жестко. А если представить, что узнают, это ж, да, вот такая вот реальность у нас, вот такие существуют. Да. не пошла на первом свидании? На лавку. Пить пиво на лавку я бы не пошла. Это же база. Это база. А если тебе парень нравится, тебе же не важно, куда с ним идти. Ну, можно заменить лавку какой-нибудь прогулкой по центру или в каком-нибудь красивом месте. Это не обязательно какой-нибудь ресторан. А я была бы тоже не против. Но точно не на лавку пить Балтику 9. Ну, такое, да. На лавку, конечно, идти пить Балтику 9, да, тоже. Ну, и так как я, например, как если не выпиваю, я бы точно бы не повел на лавочку выпивать. А просто погулять где-то в парке и где-то пройтись, особенно вот как сейчас, если летом нормальная погода, это да. Сразу везти куда-то в кафе или в ресторан, это было бы довольно круто. Я говорю, если за первое свидание, потому что тут для начала надо просто вообще увидеться, посмотреть на друг друга, кто есть кто. Потому что на фотке одно, я сколько раз на этом, да, убеждался, что смотришь, а она одна на фотке. Приезжаешь, видишься в реале, блин, как будто бы не то, что другой человек, но меняется вот прям вот вообще, потому что человек все равно на фотке, он зациклен. А тут все равно человек улыбается, как-то двигается, вот этот язык тела, ты уже понимаешь, да, ты уже видишь, как говорится, все видишь, под того, в каком у нее состоянии там, условно, зубы или какая у нее улыбка, какая у нее там кожа, ты все в реале это видишь. А на фотке это все зациклено, плюс сейчас очень много программ, где можно обработать и выглядеть получше. Некоторые пользуются этими всякими масками, не знаю для чего, но некоторые любят. Да, особо женского пола приукрашивать свою внешность. Ирландец пригласил меня в пятницу на свою территорию, да, в свой дом, посмотреть и познакомиться с родителями. Но я решила с ним расстаться. Сейчас вам рассказываю, почему. Вы помните, на прошлой неделе он уезжал в командировку, и мы не виделись с ним целую неделю, и должны были увидеться в субботу. Он мне сказал, когда был в командировке, что он мне купил какой-то маленький подарочек. Я думаю, супер, классно, приятно. В пятницу он прилетел и поехал забирать сына. И присылает мне среди дня просто фотографию разбитого телефона сына и пишет, что сейчас едем покупать новый телефон с сыном, и приписка, ведь он никогда ничего не просит. Я, во-первых, нихуя не спрашивала и не поняла, нахуя мне эта информация. Но, видимо, то, что он мне это все написал и даже отправил фото разбитого телефона, это, видимо, должен был быть мне какой-то посыл, который я так и не разгадала. В субботу я ждала, иду с ним на свидание. Садимся в первом пабе, я говорю, ну, что ж ты мне купил? Он говорит, ой, я забыл, замотался, не привез. Я говорю, ну ладно, а что хотя бы было там, скажи, я же ждала. И он такой, ой, ты не расстраивайся, что я забыл, отдам тебе как-нибудь на неделю, но там ничего такого, вероятно, ты даже расстроишься. И я вообще упала. Я говорю, то есть ты заранее знаешь, что мне это не понравится, да, что я расстроюсь, а нахуй, блядь, я расстроюсь. Короче, вот это в субботу наше свидание прошло ужасно.
Конечно же. Я сидела целый вечер, как, блядь, отбитая, да. А вот он мне что случилось, что случилось. Я, конечно, ему все объяснила, что случилось. Но он, видимо, не придал этому значения. И в воскресенье он меня давай обсуждать, как мы поедем в пятницу к нему домой, и как мы познакомимся с его родителями. И что для него это очень большой шаг. Я думаю, стоп, подождите. Мы встречаемся месяц. И это время предполагало быть самым красивым, самым лучшим временем. А на деле получился какой-то мозготрэш, блядь. И я говорю, что ты знаешь, что прежде чем мне разнакомиться с твоими родителями, я хочу быть уверена, что я готова пойти на какой-то шаг дальше с тобой. Но так как ты не делаешь меня счастливой, я не могу этого сделать. Извините, до свидания. Привет. Ну, тут такие себе какие-то отношения, какая-то, да, слегка быдловатая, но может из-за того, что из-за этой ситуации, он такое себе, да. Да, если говорить за знакомство с родителями, ну, у каждого оно мнение свое будет. У меня такое мнение, да, то есть пока я, наверное, действительно не сколько-то там не провстречаюсь месяцев, возможно, туда-сюда. Потом бы я, наверное, в последнюю очередь только знакомился с родителями, вообще и со своими, и с ее бы, потому что зачем, да, вообще зачем родителям знать о каждом партнере детей, зачем оно надо? Потому что бывает такое, что дети меняют чуть ли не каждый месяц, каждые 2 месяца, и что, с каждым знакомиться, а оно им надо. Вообще в целом в это вникать, если это не серьезно, а просто там хрен пойми что за отношения, да нафиг оно надо. Беречь психику родителей тоже надо. Они же тоже как-то переживают, да, за своего ребенка. Если мы говорим об этом. А так что-то какая-то там мутная ситуация, что-то он ей там наобещал, потом в итоге вообще нифига не привез, что-то там насчет сына. Как-то вот это вот. Ну, опять же, мы не знаем все ситуации, но, конечно, если говорить в этом контексте, что он что-то пообещал, а потом это не выполнил, но это печально, да. Просто у любого человека, я думаю, вам каждому не понравится, если вам что-то наобещали, что-то вам сказали, вот, особенно как в таком контексте какой-то подарок или что, а потом просто вас обломали и слились, ну, никому не понравится, если взять по-нормальному, наверное, с точки зрения логики. А так какая-то мутная ситуация. Не соска. Спасибо. На самом деле холодно, пизда. Но на Патрике только так, потому что никогда не знаешь, кого встретишь, там, кого темки. Как зовут? Натали. Сколько зарабатываешь? Ой, души, честно, 9 классов окончила, считать не умею. Вот, но иногда как бы типа прилично прилетает. Курс, что ли, продаешь? Да, я, кстати, в интернете всем говорю, что продаю курсы по женственности, проявленности, но на самом деле и деньги. Да. Слушай, у меня 2 вышки, но особо никуда не берут. Решил стать блогером, чтобы такие, как ты, мне, может быть, за отметку в сторис давали. Круто! Круто. Может быть, выложим совместный рилс. У меня 13,5 тысяч в соцсетях. Можно, кстати, да, может, клиентики новые потянутся. Конечно, потянутся. Тогда с тебя процент. Окей. Действительно, написано, слили самое откровенное интервью с Патриков. Ну, такое ощущение, да, что это пахнет постановой. Конечно, слишком как-то, да. То у меня 9 классов, я не умею считать деньги, то еще что-то, а то вот я 2 высших решил стать блогером, чтобы мне там, как он сказал, давали, что ли, что там за какие-то там, ну, да. Смешно и не смешно одновременно. Ну, похоже, говорю на постанову. За последнее время, до развода, сейчас, после развода, я поняла, что я не предназначена для отношений, для построения семьи, для рождения детей. Я поняла, что я могу выбрать другое. И мне не обязательно выходить замуж, рожать детей, строить семью. Я сдаюсь. И я отказываюсь от этого. У меня 100-500 тысяч комментариев про то, что я совершенно не предназначена для семьи. И, ребят, я с вами согласна. Да, я приняла решение. Я не хочу нахер никакую семью. Я больше не стремлюсь быть идеальной женщиной для того самого мужчины. Я больше не стремлюсь быть здоровой, идеальной мамой и так далее. Больше нет этого стремления. Теперь единственная моя цель — это расслабиться, перестать болеть, перестать мучить себя в этих достижениях, постоянной работе над собой и так далее. Я просто устала. Я больше не хочу этого всего. Уеду в лес и буду там жить, в палатке. Палатку только надо купить. В общем, я приняла решение, которое уже 2 дня, с одной стороны, дает мне вздохнуть очень глубоко. И есть трепет, есть ожидание, ну не ожидание, нет, есть вот хочется поскорее это все ощутить. Но при этом есть дикий страх, просто дикий страшный страх, потому что это не то, что можно будет вот так щелчком изменить.
совсем нет. Поэтому в данное время я проживаю очень серьезный, очередной выход из зоны комфорта, очередную страшную трансформацию. И я знаю, что я справлюсь, но уже не через борьбу, а через расслабление и отпускание. В ближайшие 2 месяца я максимально буду работать над тем, чтобы расслабиться, отпустить и довериться. Не знаю, интересно это кому-то или нет, но если откликается, подписывайтесь, и мы будем вместе наблюдать за тем, как я меняю свою жизнь просто с головы на ноги. Потому что я уверена, что этот шаг все изменит. Я, наконец, смогу спокойно идти. Без каких-то неадекватных марафонов и так далее, а просто спокойно. Окей. Выбор ее, ну, хотя бы честно признается, что она непригодна для создания семьи, для детей и так далее. Ну, главное в этом честно признаться. А насчет того, что говорит, я устала, там, как она говорит, быть идеальной для партнера, как-то там что-то делать. Ну, вообще и не надо быть никому, никогда не надо быть идеальным, стараться, по крайней мере. Надо быть тем, кем ты являешься. Да, понятно, что когда отношения только начинаются, люди на себя многие показывают не то, что лучшую версию себя, а просто вымышленную лучшую версию себя. Чаще всего. Это чаще или какими-то природными инстинктами заложено у нас, чтобы как-то друг другу понравиться, что ли, и потом какой-то коннект произошел. Ну, а потом поэтому и происходит чуть позже. Ой, там розовые очки спали, теперь я увидел, какая ты, или я увидела, какой ты. Ну, типа да, потому что человек не показывал себя тем, кем он является. А если бы, наверное, люди изначально показывали вообще, кем они являются, вот она бы изначально, да, когда там лезла в самые первые отношения, сказала бы, да я ничего вообще не хочу. Ну, просто вот будем общаться. Не знаю, может, будем кувыркаться для здоровья, да, там. И все. А больше мне ничего не надо. Окей, это было бы зато честно, чем пытаться играть там заботливую, всякую любящую там и так далее, половинку. Ну да, поэтому, ну, это такое. Раньше в это время я ходила на свидания. Что происходит сейчас? Мне 44 года, я читаю книги, а не хожу я на свидания, потому что мужчины почему-то при первом же диалоге, хотя изначально не хотели позвать на свидание, потом просто пропадают. Ну так лучше тогда книги читай. Это полезно. Че, развитие мозга, развитие своей фантазии, да, там вот эти зоны мозга и так далее. Тоже неплохо. Тоже вот там плюс. Ну, а то, что такие мужчины и попадаются, ну, так таких притягивает. Кто его знает, как она себя ведет, как она общается, даже в переписке. Ну, как-то она себя ведет, что на таких вот, как она называет, притягивает, которые исчезают по каким-то причинам. Просто же не будет исчезать. Ну да, я верю в то, что есть процент людей, которые тупо просто исчезают. Ну, вот, не знаю, вот по каким-то в голове своим причинам. Есть всякое. Ну, а так, да. Лучше читать книги тогда в ее случае. Что сходила я на свидание с этим французом. Рынок дейтинга в Европе — это тот еще аттракцион. Мужчине 40 лет. Сам родом из Парижа, живет в Португалии. Значит, чем он занимается? Ну, во-первых, он серфит. А во-вторых, говорит, ухаживает за 2 собаками. И он очень любит проводить с ними время. Очень любит Netflix. Чилить под Netflix — это святой. Любит приезжать в Лиссабон покушать, походить по ресторанам, кафешкам. Это тоже отдельный вид занятости. Если у вас тоже возник вопрос, нет, все-таки чем же человек занят, да, вот где он работает? Тогда у меня тоже был такой вопрос. А он не работает. В его бэкграунде работа в какой-то корпорации, где он много лет работал, выгорел, плюс квартира в Париже небольшая на окраине, которую он сдает. И вот на эти накопления плюс рента с квартиры он живет себе в Португалии и ведет вот такой образ жизни. Я не говорю, что такой образ жизни — это плохо, просто для меня нет точки, в которой я могу позволить себе такую жизнь. Когда ты вывез иммиграцию, ты такой, окей, выдохнули, так, теперь нужно вернуть прошлый уровень жизни. Окей, уровень жизни вернули, следующий этап — купить квартиру. Окей, квартиру купили, хорошо, теперь инвестиционная недвижка. Так вот постоянно чем-то занят, и я в шоке. Вот хотелось бы как бы человека, который настроен на какие-то вот мотивации, амбиции. Я вот не понимаю, это в целом проблема найти таких людей, или это проблема локации, в которой я нахожусь? Недавно я была на... Ну, как и говорю, это она таких притягивает. И в чем проблема? Но вот этот француз хочет жить так. Вот, для него это, а что не кайф, что ли? Если ему хватает средств
буквально с этой арендой в Париже, там еще с каких-то накоплений, просто вот так вот в Португалии кайфовать, там серфить. Окей, а что, это плохо, что ли? Ну нет, главное, ему хватает, и он еще параллельно вот находит всяких таких вот подобных или других там. Поэтому, ну а в чем смысл этого видео? Ну не нравится тебе этот француз, да? Найди своего уровня, который тоже будет там инвестировать в недвижку, таким же иммигрантом, там, не знаю, подобие того что-то. У вас будут какие-то точки соприкосновения. Ну, наверное, как-то так. А что ты еще сделаешь? Что тут разглагольствовать? И в ее случае, что разглагольствует на камеру? В семинаре у одного из самых известных психологов в России. В зале было 1000 человек. Он задал вопрос, кто был замужем 1 раз. Стало очень много женщин. 2 раза, чуть меньше. 3 раза, еще меньше. 4 раза, человек 50. 5 раз. Стало всего 2 женщины. И что вы думаете, это были топ-модели? Это были абсолютно обычные женщины. Одна лет 45, другая, наверное, около 60. Не какие-то роскошные красавицы. И тогда я реально задумалась, почему одни выходят замуж 5 раз, а другие ни одного. Думаю, очевидно, ответ кроется не в красоте. И даже не в мужчинах. Я думаю, эти женщины просто не боятся остаться одни. Не терпят из страха. Не живут с мыслью, а вдруг я больше никого не встречу. Они прекрасно понимают, если отношения закончились, жизнь не закончилась. И вот это, мне кажется, самая привлекательная энергия из всех возможных. Когда ты выбираешь отношения, но не цепляешься за них. Согласны? Знаете, Ну, в целом, если рассудить логически, ну да, окей. Кто-то, а в том случае, что у которых было 5 браков, так это ж не делает их прекрасными, конечно же. И причем тут топ-модели, а с чего она взяла? Ну, конечно, топ-моделям оно нафиг не надо. Топ-модели, они где-то с богатенькими крутятся, крутят своими там задницами, и все, им пофиг. А на то они и топ-модели. У них не будет 5 браков, оно им не надо. У них, если и будут браки, то какие-то такие, как говорят, фиктивные, что ли. Там будет какая-то выгода. Ну, как некоторые знаменитости. Они расписываются, официально якобы какую-то свадьбу играют, но там есть какая-то своя выгода, какая-то финансовая. И там они какое-то время тусят вместе, и потом расходятся. Есть такое. Есть. Так и тут. А в данном случае, да, это не очень хорошо. Тут даже после одного брака стоит задуматься, что просто не умеем нифига строить по большей части отношения, выбираем не тех партнеров. И вот так вот и получается. Перебирание каких-то, но да, такое себе. А так, если она имеет в виду, что в оконцовке лучше, если кто говорит, что я лучше буду один, чем вот так вот через пачку проходить, ну да, это выбор за каждым. Хочешь быть один или одной, да пожалуйста, кто тебе что слово скажет. Вообще, по сути, всем пофигу. Люди заняты своими какими-то все проблемами, и по факту пофиг, кто чем занят, у кого сколько брака, у кого сколько детей, у кого там сколько ипотек, в кредите ли машина, или, не знаю, в кредит ли они собирают детей, да, пофиг вообще, по факту. Ну, вот таким людям, которые заняты реально своей жизнью и не смотрят особо на других. Кстати, в последних постах мне часто писали, что не верят, что я одинока, что это просто хайп. Но на самом деле я вас расстрою или обрадую, но я, правда, чаще всего одинока. И одиночество касается не конкретно то, что я всегда нахожусь одна, хотя это тоже правда. Я очень часто нахожусь одна, все делаю сама. И то есть в моей жизни нету какого-то большого круга друзей, большого круга семьи. Как бы это грустно не звучало, но так и есть. Поэтому я, собственно, и начала вести соцсети, потому что мне как будто бы нужна иногда поддержка, и мне очень приятно, когда вы пишете мне приятные слова, но чаще, конечно, это какой-то хейт. Но, собственно, я просто вижу так свою страницу, поэтому буду благодарна, если вы меня поймете. В общем, я хотела просто сказать, что про одиночество — это все правда, и я не пытаюсь, знаете, на этом как-то выезжать, это какая-то моя тема, я не люблю вообще жаловаться, но просто вот чаще всего у меня бывает такое вот настроение, и мне хочется этим поделиться, я не хочу притворяться каким-то другим человеком, если я себя чувствую одинокой, почему бы я не могу об этом всем рассказать. Когда мы... Ну да, окей, твой выбор. Чувствуешь себя одинокой, хочешь об этом рассказать, да, нет особых там друзей, там родные что-то, ну да, я тоже по жизни, у меня нет по факту прям таких каких-то бешеных пачки друзей, я, как, допустим, не курю, не выпиваю, у меня никто никуда особо не зовет, ну, во-первых, и я не люблю такие компании, если человек там выпивает, ладно, там куривает, это второстепенное. Ну, если выпивает какая-то компания, мне там просто тупо неинтересно, потому что я не выпиваю. Они накидаются, начинают что-то исполнять, а мне там просто не нравится.
алкоголем воняет, да, и плюс и сигаретами, конечно, как правило. И девушки такие тоже ходят с запахами, которые просто, какая бы она прекрасная ни была, я даже не смог бы к себе такую подпустить. Просто вот, ну, если мы говорим за что-то серьезное, то да, а так... Да и даже вообще, если она в таком состоянии, даже с ней лечь просто элементарно в постель не смог бы, просто отвращение. Ну, короче, я к чему? Что я согласен с ней в плане одиночества, что я тоже, по сути, вот, один живу, уже сколько времени, не один день, живу один полностью. До родных катаюсь, они живут тут, особо тут недалеко, в другом, в станице, тут, получается, а я в небольшом городе. И катаюсь раз в месяц, там вижусь, и все. У меня, по сути, только брат и мать. Все, отца уже нет, относительно давно. Ну и все. А так из каких-то там, да, тут сижу, только кручусь сам. Особо ни с кем не вижусь, особо ни с кем не общаюсь, потому что, да, опять же, компании выпивают. Ну, и насчет девушек тоже. Хрен кого сейчас найдешь нормальную, поэтому я пока сделал упор на развитие, на работу. Да и все. И забыл на остальное. А так, да, по видео я же говорю, это согласен с ней, что... по поводу там одиночества, что может быть и ни друзей не быть, и она вот решила, что создала блог и просто высказывает свои мысли на камеру, когда, наверное, какое-то одиночество чувствует или что-то. Ну, такое, да. Только начали встречаться, я сразу сказала, у тебя есть 1 год, чтобы сделать мне предложение. Часики-то тикают, а я не молодею. Он сказал, да, хорошо, я понял. Почему-то спустя год ничего не произошло, и просто штиль. И тогда появилась какая-то новая отмазка, что вот, мол, чтобы сделать тебе предложение, мне нужно зарабатывать 600 тысяч в месяц, и только потом я смогу сделать тебе предложение. Он устраивается на 2 работы, зарабатывает 550. Как бы одна халтурка, и уже 600. Начались новые отмазки. Потом он ушел с одной работы, мы снова откатились назад, и пришло время ставить какие-то новые дедлайны. Мы собрались на зимовку в Таиланд на полгода. И, казалось бы, лучше момента уже не будет. Но просто промолчать я не могла. Я ему говорю, у тебя есть полгода, чтобы сделать мне там предложение. Я уже устала ждать, я хочу увидеть твои серьезные намерения. И вот мы в Таиланде. Прошло 5 месяцев, предложения нет. Я его уже как будто бы даже и не жду. Через несколько недель нам улетать домой. Я понимаю, что, скорее всего, предложения уже не будет. А что было дальше, я расскажу в следующей части. Ну, тут такая веселая ситуация. Ну, для нее не веселая, однозначно, потому что я думаю, если, да, там женщина, девушка посмотрит этот же ролик, и ей будет не смешно, если она будет тоже в такой же ситуации и будет ожидать. Ну, как мое мнение, лично мое мнение, там просто мужчина изначально не планировал на ней жениться, и все. Просто изначально не планировал. Он просто в ней увидел, ну, как бы человека, с кем можно хорошо провести время, да, там в постели, в Таиланд съездить, там что-то как-то, ну и все. Возможно, даже она скорее настояла на том, чтобы они стали вместе жить, а изначально они вообще встречались, и он не парился. Настояла, чтобы жить, ну типа, чтобы более усерьезнить отношения, усугубить, скажем так. И потом уже начала ему дедлайн 1 год, чтобы еще усугубить твои серьезные намерения, как бы, чтобы расписались наконец, но он все тянул и тянул. Да, причина есть, конечно, и он, и как я говорю, что у него в голове какая-то причина есть, но, как я считаю, одна из причин, что он просто изначально не хотел. И все, поэтому он до последнего тянул и тянет. Неизвестно, там видео оборвалось, говорит в следующей части. Это такое себе, да. У нас просто не останется к ним претензий, клянусь. Я думаю, что многих интересует вопрос, что сейчас не так с мужчинами. Я удивлена была их поведению, когда оказалась в свободном плавании. 2 года назад мы расстались с моим молодым человеком, и я, конечно, охренела, в какой мир я попала. Но, наконец, ответ найден. Не буду вам пересказывать всю информацию, но очень рекомендую вам или почитать книгу, или посмотреть обзор «В тени Сатурна». Все становится очень понятно. И на самом деле это касается не только мужчин, но в конце концов и нас, женщин прекрасных. Вот. Просто проблема в том, что мы эволюционировали, а они должны еще дойти до этого. Меня сейчас... Что за бред? Кто-то... Что за книга такая? Если кто знает, напишите в комментариях.
Я вообще не знаю, первый раз слышу этот бред про какую-то там Сатурны, про что-то там. И, наконец-то, что-то она для себя сделала. Вывод как-то дошло ей, да, в ее головушку, что вот, да, мы более эволюционируем, а они нет. Ну что за бред? Ты что, ученая? Ты там сидишь в лабораториях, изучаешь этот факт, что наш геном изменился, или что мы вот разделились, что ваш геном прогрессирует, а наш затормознулся. Да ну нет, конечно. Всю цивилизацию буквально мужчины построили, создали и сделали, и держат ее. И как бы какие бы там феминистки не были, что бы ни говорили, без мужчин они, ну, не то чтобы 1-2 дня, может, месяц проживут, но потом все рухнет просто. И да, а тут что она несет? Вообще удивляют такие, конечно, персонажи. Что-то там прочитала, надумала, все, решила. Все, женщины больше прогрессируют, мужчины стоят на месте, да. Закидают камнями за то, что я скажу, но я попробую. Советы о том, что нужно быть холодной с мужчиной, что нужно его держать на дистанции, отвечать ему раз в неделю, раз в день. То есть для того, чтобы привлечь мужское внимание, девушке нужно казаться холодной. Но на самом деле на эту холодность и отвержение будут реагировать мужчины, у которых явно есть проблемы с самооценкой и привязанностью. Нормальный, адекватный мужчина пошлет девушку, которая его игнорирует. Потому что в адекватном, нормальном, зрелом и взрослом общении нет места игнорированию и холоду. Там есть место искренности, доброте. И как раз-таки искренность, доброта и уважение являются самым первым тестом для противоположного пола, что для мужчины, что для женщины. Если они не выдерживают вас в вашем искреннем, настоящем состоянии, то нахрен такие люди вам не нужны. Ну, как бы согласен, да, потому что меня точно такие отвергают. Если я, да, захожу куда-нибудь в знакомство, и девушка, женщина будет себя так вести, да, меня это явно отталкивает, потому что думаешь, ты, блин, вообще... На какой козе до тебя подъехать вообще? Хрен пойми, что тебе написать. Игнор, как бы, общается как-то где-то бывает быдловато. Ну, в общем, да, вот как она примерно вот это все и описала, вот это все считывается сразу, даже по тексту, и даже в голосовых бывает где-то это считывается, и все. И это уже отвергает, да, потому если бы действительно люди вот так вот мыслили, то да, возможно, мир бы стал добрее, возможно, бы отношения были бы как-то лучше, возможно, бы не было бы 80% разводов по России, возможно. Кто его знает, это только все возможно. Теория, на практике мы ее, конечно, ну, можем проверить. Опять же, да, мы будем, если вот так вот себя вести, как она рассказывает, а где ж найти такого противоположного партнера, который будет ровно так же отдаваться? Ну, отношениям также действовать, ну, да, это вопрос. Сложно, конечно, в наше время, ну, можно, да, ну, сложно, на это надо тоже офигеть, сколько времени. Ну да, тут, конечно, видео хоть и явно, ну, постановочное в том плане, что он не в прямом смысле там травмированы у него руки, но приятно, да, что помогла. Она изначально хотела помочь, а ее там подружка, наоборот, останавливала, толкала. То есть сразу вот видно два разных абсолютно человека. Один отвергает и будет смеяться и снимать тебя в наше время на телефон, а другой просто поможет. И все, потому что он более человечнее. И все, по-другому воспитан, более человечнее. Вот это вот, да, такой жест, это, конечно, однозначно приятно, да. Ну и ей в концовке явно приятно, что цветочки дали.
Поэтому да, как говорится, не все потеряно. Хоть среди среди этого жестокого мира еще существуют нормальные люди, и они и будут существовать. Как бы то ни было, возможно, какая бы ситуация ни была, добрые люди, искренние, нормальные, существовали и будут существовать. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите свои мысли в комментариях. Всем пока!